Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я решила снять реакцию на себя же, на свое первое видео про отношения, которое я выпустила чуть больше года назад, 2 февраля 2024 года, и назвала я это видео «Почему мужчины такие слабые и не подходят знакомиться?» Ой, как я ошибалась. То, что я думала год назад, не углубляясь в отношения и совершенно случайно записав его, надо сказать, это абсолютная правда. И через год, как я поменяла свое мнение, уже углубляясь в проблему и понимая, что это не мужчины слабые сейчас, а такая сейчас ситуация, буду сегодня об этом говорить. Знаете, вот не хочется какие-то бесполезные видео выпускать, поэтому, но мне кажется, что это может быть кому-то полезным, потому что может у кого-то открыться глаза на эту проблему. Я, как многие девушки и женщины, считала, что вот, значит, мужчина обязан, должен подходить, а женщина вот только там, значит, выбирает, и больше она ничего не должна. Но, надо сказать, у меня никогда не было потребительского такого мировоззрения, но вот этот якорь, он такой сидел в голове, однозначно, могу честно сказать, и вот сегодня я уже так не считаю. В общем, буду это все обсуждать, с чем я согласна с собой, с чем не согласна, сегодня скажу. Значит, я в этом окошке буду такая небольшая, тут двойная, вот буду останавливать, комментировать и дальше продолжать. Мне жутко интересно, как это все выйдет. Надеюсь, что это будет также и вам интересно. Давайте-ка приступим. Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду обсуждать такую тему, почему молодые люди, мужчины в последнее время перестали завоевывать сердце девушек. Такая прям динамично, серьезная, так что-то сейчас серьезно буду говорить. Добиваться расположения ее, но добиваться в хорошем смысле, не в том, что вообще вот, а вообще хоть какую-то активность проявлять, потому что часто можно услышать такую историю, что молодой человек ходит вокруг девушки, выделяет ее из толпы, проявляет какие-то знаки внимания, но такие вот прям очень минимальные, и может очень долго смотреть на девушку, и девушка не понимает, почему молодой человек не проявляет активности и не подходит. Есть такое, знаете, живем один раз, ну вот понравился человек, надо что-то сделать. А с другой стороны, я благодаря комментариям и зрителям стала понимать, в чем на самом деле проблема, когда мужчины сами говорят: ты попробуй вот 100 отказов получать, ну вообще никак не хочется знакомиться. Это вот проблема, она у нас в России, да, где-то, ну в таком, можно сказать, славянском мире, потому что на Западе как раз женщины привыкшие, они подходят, они более открытые. У нас, да, вот у нас много там царит сейчас. Здесь мужчины еще говорят, что настолько женщины стали, девушки, ненадежные, ну много там и неинтересные и так далее, смотрят в кошелек только. Поэтому что тут, значит, стараться? А я-то год назад такая заряженная, думала, что совсем обленились, что ли, вообще. Это еще женщина должна бегать. Что делать в этом случае девушкам? Что делать в этом случае девушкам и женщинам? Показать свою симпатию этому мужчине. На самом деле я много читала на форуме девушек и женщин, которые реально не могут понять, почему мужчина не может подойти. Это же как бы просто со стороны женщин, но на самом деле это же не просто. Девушки тоже в последнее время очень сильно снижают планку, идут на пролом как бульдозеры. Мне 28, скоро замуж выходить, я что, должна сидеть и ждать, пока он начнет действовать? Я все сделаю сама, ты сиди. Как я была далека, снижать планку. Нет, на самом деле я ошиблась в этом видео. Наоборот, многие женщины сейчас так ее повысили, не объективно, вообще с пустого места. Что хочется сказать, будьте попроще, и люди потянутся. А потом удивляется, почему молодой человек такой пассивный в отношениях, потому что ты была активная. Плюс на минус не всегда дает плюс. Ну, плюс на минус
сдает минус, конечно. У меня вообще по математике были проблемы. Вот особенно, когда высшая математика там пошла. Все, я запуталась. Я больше, знаете, по литературе всегда была. Потому что все-таки плюсом должен быть молодой человек, он должен быть активным. Не зря молодой человек назван сильным, мужчиной назван сильным полом. Часто это вот разделение несправедливое, что значит на мужчин все повесили, а не сильный пол. Они все должны, а женщина слабенькая и ничего не должна, ну слабый пол. Он должен быть сильным, а не слабым. А сейчас все чаще и чаще можно увидеть, что девушки, наоборот, очень сильные, а молодые люди становятся все слабее и слабее. И вот эта эмансипация, которая происходит уже долгое время, она очень вредит. Да, с детства так воспитывают мужчин, что он как бы женщине, ну, как бы должен исполнять все желания, а женщина как бы вроде ничего не должна, но я так не считаю. Я считаю, что надо женщину тоже учить тому, что как раз-таки она тоже должна. Я знаю, что меня смотрят девушки и женщины, и могу сказать, что, может быть, кто-то не в курсе, но эмансипацию ввели специально, чтобы разрушить семьи и отношения. И это самих женщин разрушает изнутри, поэтому я призываю оставаться женственными и не идти на поводу мейнстрима, скажем так. По статистике 80% сейчас разводов, и это очень грустная статистика. Одно дело расписаться и выйти замуж, а другое дело сохранять эти отношения на долгое время. Это большой труд, и по статистике это мало кому удается. Здесь с собой тоже В согласна. общем, меня на самом деле разрывает на эту тему очень много мыслей по этому счету. Вот. Ну, в первую очередь хочу сказать, что парни действительно обленились. Парни обленились, да, вот здесь вот я просто тотально ошибалась. Действительно, я поняла, в чем причина, не в том, что мужчины сейчас супер слабые. Конечно, надо все-таки сказать, что все разные. На кого-то тоже подействовало современное время, и мужчины как бы тоже ослабились, да, некоторые. Но в основном, в общей массе своей, все-таки мужчины остаются мужчинами. И я поняла, в чем причина. В том, что мужчины просто уже ничего не хотят для женщины делать, потому что уже поняли всю сущность женскую, не встречаются хорошие женщины. На форумах или какие-то истории я слышу о том, что вот пусть она первая проявит инициативу, на чашечку кофе меня пригласит. Что? Тебя пригласить нужно девушке на чашечку кофе, а почему не ты? На чашечку кофе я тоже вызвала реакцию этими словами. У меня в комментариях написал молодой человек, который познакомился с настоящей женой, что самое главное, да, что не с бывшей. Она его пригласила на чашечку кофе, сама проявила внимание. То есть это как бы для мужчины залог и подтверждение, что он действительно ей интересен. И вот как бы этот мужчина давал совет: вот выбирайте только таких, если нет, если не готовы пригласить, то как бы в топку отбрасываем. В целом не считаю, что это что-то плохое, когда женщина может сама пригласить, но в дальнейшем очень важно, чтобы сохранялся вот этот паритет, скажем так. И как бы мне кажется, что вообще изначально так устроено, что молодой человек, он должен проявлять инициативу, должен показать, что вот я выбрал тебя, а девушка уже решает, согласиться ей или нет, общаться ли дальше с молодым человеком, симпатичен ли он хотя бы вот просто на первом этапе. Ну, вообще мужчины считают, что как бы добиваться вот это только еще, наверное, молодые ребята способны, ну, как бы не все, да, но кто-то, может быть, и там в возрасте, но если уж прям, наверное, очень понравилась девушка, а так в целом для многих это как бы уже считают мужчины глупой затеей вообще. Явила симпатию тоже, то как бы все. Но это вот история западная. Там реально уже, если ты быстро как бы не показала симпатию мужчине, на который на тебя обратил внимание, ну как бы все. А, конечно, когда речь идет о добивании, это не совсем здоровая история, потому что если парень, мужчина очень активно добивается девушку, которая вот прям вот сопротивляется. Одно дело, когда
ну как это по природе устроено у девушек. Девушки могут долгое время сопротивляться, потом сдастся не потому, что она вот уже некого выбирать, а потому что молодой человек показал себя, что он достойный кандидат на ее сердце. Действительно, девушки и женщины по природе очень противоречивы, поэтому сначала он может не понравиться, а потом наоборот. Ну, конечно, опять же, все очень индивидуально. Бывают девушки, которые просто, к сожалению, женщины соглашаются на такой вариант, а потом страдают в отношениях, потому что она его изначально не полюбила, он ей неприятен внешне и так далее. В этом видео я, конечно же, вообще выступала за женщин. И я знаю действительно случаи, когда женщина не по сердцу выбрала мужчину. Сейчас, наверное, это в современном мире тоже не редкость, когда женщина может выбрать ресурсного, скажем так, мужчину, да, а чувство может к нему не быть. И это на самом деле печально для многих кончается, потому что, ну и неприятно находиться с мужчиной просто даже в близко, когда он там притрагивается. Ну и вообще просто это поломанные жизни, судьбы, когда ты находишься с нелюбимым человеком. Но здесь еще надо понимать, опять же, что я говорю про здоровое такое завоевывание девушки, когда молодой человек дипломатично, деликатно показывает, что ты мне очень понравилась. Но здесь мне писали, что зачем нужно ухаживать только за бабушкой, зачем ухаживать за девушкой. Перехожу к комментариям под этим видео. Какой-то мужчина пишет: мужчины не слабые, они просто стали умнее. Еще одно мнение. Среднего парня 95-97%. Еще один мужчина пишет: это не мужчины стали слабые, а женщины стали так себе, на один разок. Мужчина приводил пример. Говоришь, что в пятерочке работаешь, 99% отказов сразу. Говоришь реально, что зарабатываешь хорошо, приедет аж в другой город за тобой, в любое удобное для тебя время. Это не парни слабые, а женщины стали продавать себя как товар. Вот такое вот заключение. Действительно, в этих комментариях вся проблема сейчас современных женщин. Мне очень интересно ваше мнение на реакцию мою, на мое же видео. Давайте пообщаемся в комментариях. Единственное, что я прошу от зрителей, это поставить лайк, если вам понравилось видео, и, возможно, поделиться этим видео с кем-то для продвижения, чтобы все больше женщин, так же как и мужчин, сейчас открывали глаза на проблему между полами. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.